Нынешнего президента Казахстана хотят посадить из-за связей с президентом России. Сейчас в Казахстане президентом является Токаев. В Казахстане ни для кого не секрет, что он работает на Кремль. Большинство жителей страны понимают, что это ставленник Путина. Но так как Токаев еще не успел настроить свою систему власти, многие люди, имеющие влияние в Казахстане, начали бороться с прокремлевской политикой. У нынешнего президента Казахстана обнаружили счета в швейцарском банке. На этот счет поступают деньги из России. Естественно, не напрямую, а через ряд офшорных фирм, которые зарегистрированы на людей с улицы. Ему платят за некоторые услуги, которые он оказывает лично Путину. Путин пытается создать образ геополитического гения. Что только он способен так изящно управлять страной. Делать из России некого миротворца. Страна-мать для всех близлежащих стран, но мы с вами понимаем, что на самом деле важны жители России, а не ей образ в глазах других стран. Но мы отклоняемся от темы видео, сейчас нас интересует президент Казахстана. Итак, продолжим. Нынешний президент Казахстана сбежал за границу. Первые тревожные новости начали появляться в сети в конце прошлого года. В них говорилось о том, что пришла пора положить конец Назарбаевщине и начать жить по-новому. Экс-главу обвиняли в расхищении государственной казны. За годы его правления он сколотил огромное состояние. Счета в иностранных банках, объекты недвижимости. Имущество Назарбаева оценивается несколькими десятками миллиардами долларов. Это только его имущество. Но его дети и внуки также имеют солидные счета и дорогостоящую недвижимость. Если посчитать все имущество этого семейства, то оно может покрыть бюджет страны не на один год. Честной работой даже на посту главы державы невозможно заработать такое состояние. Одно только это вызывает сомнения относительно его непричастности к отмыванию государственных денег. Кроме того, любая информация, которая появляется в средствах массовой информации, порочащая его доброе имя, очень быстро удаляется. Таким образом, его сотрудники отслеживают любой черный пиар и борются с этой проблемой. Человеку, которому нечего бояться и который может доказать свою честность, незачем удалять пусть даже и ложную информацию. Проще один раз и навсегда доказать свою честность, объяснив народу источники своих богатств. Из неофициальных источников известно, что ему принадлежат крупнейшие компании страны. Еще одним из источников нелегальных доходов является откат в размере 50% от всего оборота нефтяного бизнеса Казахстана с Китаем. Но этого экс-главе недостаточно, и перед уходом с поста президента он приватизировал горнолыжный курорт Кокжайляу. Стоимость этого объекта составляет более 232 миллионов долларов. Для того, чтобы на законном основании стать собственником этого лакомого куска, Назарбаев подписал закон о возможности перехода особо охраняемых территорий в другие природные категории. Среди его собственности, приобретенной в последнее время, есть роскошный особняк по Бишопс-Эвеню на улице Миллиардеров в районе Хэмпстед на севере Лондона. На официальном сайте британского издания «Метро» говорится, что эта недвижимость была приобретена за 50 миллионов фунтов, около 65 миллионов долларов, в 2008 году. Этот дом является одним из самых дорогих в Великобритании. Но это не единственная крупная покупка семьи Назарбаевых за последнее время. В швейцарском журнале Билан в августе 2020 года появилась публикация, что средняя дочь экс-главы, Динара, приобрела при городе Женевы замок Бельриф за 63 миллиона долларов. Немного ранее, в 2009 году, она стала собственницей еще одной швейцарской недвижимости стоимостью 75 миллиардов долларов. Очевидно, что семейство Назарбаева уже давно стало запасаться дорогостоящей европейской недвижимостью. Возможно, это было всего лишь выгодным капиталовложением, но есть версия, что Нур-Султан давно готовил почву для побега из страны. Примеры наказания правителей других стран, которым пришлось отвечать за свои злодеяния, могли заставить задуматься бывшего президента о собственной деятельности. Кроме того, за годы его правления появилось много недоброжелателей, желающих наказать Назарбаева. В сети появлялись публикации, в которых говорилось о том, что экс-президент уже давно сбежал из страны и проживает в одном из своих шикарных особняков в Европе. Но все версии рассыпались, как карточный домик после заявления действующего президента Казахстана. Токаев заявил, что в новогоднюю ночь произошло событие, которое народ ждал и надеялся много лет. Сотрудники Комитета национальной безопасности в ночь 31 декабря арестовали Нурсултана Назарбаева.
Задержание было произведено во время застолья семейства на загородной вилле. Ему были предъявлены обвинения в узурпации власти и коррупции. Глава заявил, что тиран ответит по всей суровости казахского законодательства за все зло, которое он совершил в течение прошлых лет. Казахстан навсегда забудет о Назарбаевщине, которая будет вычеркнута со всех учебников. Именно это, по мнению высшего руководства, выведет страну на новый уровень и сделает по-настоящему демократичным и свободным государством. На последнее событие оперативно отреагировала крупнейшая партия страны – Нур-Отан. Решением всех партийцев было решено исключить Назарбаева из своих рядов. Имущество семейства было арестовано. На родине возвращает улицам и памятникам прежние названия. Вместо Нур-Султан столицей страны вновь станет бывшая столица Астана. Просчитав в швейцарском банке и суммы, которые там лежат. В одном из последних номеров The New York Times вышла публикация о том, что был арестован счет бывшего президента Казахстана. Женевский судья Даниэль Дева, который занимается расследованиями по отмыванию денег, через счета в швейцарских банках высказал свое мнение, что такую же схему использовал экс-глава. Его знаю по громкому делу строительной фирмы Мабетекс, по слухам принадлежит семье Ельцина, прославившейся по громкому скандалу с кредитными карточками. Компания и в настоящее время продолжает строительство в Астане. Они занимаются сооружением Министерства иностранных дел и других важных объектов страны. Подтвердить, действительно ли принадлежит счет в Credit Agricole Industries Bank, непосредственно Назарбаеву возможности нет. Но возможностей отмывать деньги у него было очень много. Между Казахстаном и западными фирмами заключены договора, по которым страна получает приличную сумму денег на развитие нефтеперерабатывающей промышленности. Вполне допустимо, что часть этих поступлений оседала на счетах физических лиц в швейцарских банках. Расследование по делу бывшего главы государства и его отношение к государственной казне было инициировано правительством Казахстана. Изначально подозрения выдвигались бывшему премьер-министру страны Акижан Кожегельдин. В ходе расследования и всплыла причастность Назарбаева к отмыванию государственных денег. Поводом для подозрения стало движение более 80 миллионов долларов с правительственного счета в Credit Agricole Industries на счет For the Benefit of the President. После того, как начался судебный процесс, денежные средства были возвращены на счет правительства в Pictet & банке. Более подробных комментариев нет. Возможно, это связано с тем, что официальные представители не имеют права комментировать ход проведения подобных расследований в соответствии со швейцарским законодательством. Где он скрывается и как живет? Многолетнее правление страной одним человеком наложило свой отпечаток как на политику всей страны в целом, так и на граждан. Поэтому уход узурпатора с поста главы государства существенно ослабил позиции единого и неоспоримого лидера. Обесценить политику бывшего главы государства послужил новый путь президента Токаева. У народа появилась надежда, что пришла эпоха свободы и перемен к лучшей жизни для простых граждан. Интересно, что после своей отставки первый президент назвал своим преемником нынешнего президента. В связи с этим возникают сомнения относительно достоверности информации о задержании и обвинении в коррупции Назарбаеву. После последней публикации о его аресте никакой информации относительно его местонахождения нет. Высказывались версии, что никакого задержания на самом деле не было. Объясняют это тем, что новый президент еще не успел укрепиться на посту главы государства после многолетнего правления своего предшественника. Поэтому он не пошел бы на такие кардинальные меры, как арест бывшего лидера. В стране еще много сторонников Назарбаева, которые могут пошатнуть авторитет нового президента в случае недовольства его политикой. Первый президент Казахстана может быть в одном из своих роскошных особняков в Европе. По мнению очевидцев, он вряд ли проживает в Британии на улице миллиардеров. В подтверждение этой версии в сети периодически появляются фотографии его особняка в Англии, который еще называют домом Шерлока Холмса. Он выглядит запущенным и даже частично начался разрушаться. Поэтому если он и находится за границей, то проживает в Швейцарии или в другом особняке в Европе. Противники Назарбаевщины, считающие проклятием Казахстана первого президента, надеются, что он получит по заслугам и ответит по всей строгости закона.